Bluetooth наушники с шейным ободом, силиконовыми фиксаторами, стильным дизайном, драйверами на 10,8 мм, активным шумоподавлением версии 2.0, поддержкой кодеков L2, HC и LDAC, сертификация Hi-Res Audio Wireless с поддержкой фирменного приложения, полноценным мультипоинтом, системой из 5 микрофонов, временем автономной работы до 25 часов, и за всем этим, и не только, разумеется, можно ознакомиться в рекламе к наушникам под названием Huawei FreeLace Pro 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Хотя, спойлер, Huawei аксессуаров плохих не делает. Распаковка. Поставляется эта модель в белой упаковке из тонкого картона с изображением, названием и краткими характеристиками модели. Выглядит упаковка стандартно для Huawei, упаковка неплохая, в комплекте мы имеем сами наушники, краткое руководство пользователя и несколько пар силиконовых амбушюр разных размеров. Амбушюры неплохого качества, ко всему они не стандартной формы, но о посадке мы поговорим позже. Вес наушников 34,4 грамма, размер блоков 13,3 мм на 73,5 мм на 6,7 мм, а габариты наушников 16 мм на 20,5 мм. Звуковод овальной формы с выступом для крепления амбушюра металлической сеточкой. Размеры звуковода 7,2 на 5,4 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны постоянно. Это розыгрыш одного смартфона Poco X6 Pro на данный момент. Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге и подписаться на телеграм-канал скидок. Вы будете автоматически в розыгрыше. Если вы победите, я вам напишу. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, не обязательно на них присутствовать. В продаже имеется черная, синяя и мятная расцветка данной модели. Левый и правый блок выполнены из металла с матовым покрытием. Шейный обод из силикона, а наушники из матового пластика с металлической вставкой с внешней стороны. Качество сборки хорошее, да и материалы тактильно приятные. Дизайн данной модели привлекательный, выглядят они хорошо, но блоки довольно габаритные, как по мне. Шейный обод упругий, дискомфорта при прослушивании музыки во время пробежки он не доставляет, как в целом и сами наушники при длительном использовании. Длина шейного обода 28 см, общая же длина всей конструкции 86 см, все стандартно. Посадка плотная, со средней пассивной шумоизоляцией. Для надежной посадки в ушах на амбушюрах также есть силиконовые фиксаторы. Из ушей данная пара выпирает не сильно, но заметно. Если потрясти головой, то наушники не вылетят, что хорошо. Магнитное соединение двух наушников также имеется, за что плюс. Далее, на консоли управления расположили микрофон MEMS. Также есть 4 микрофона в общей сумме на наушниках, надпись Huawei, маркировка Left и Right, переключатель питания, Type-C для зарядки и 3 механические кнопки для управления, но они пластмассовые и не прорезиненные, что плохо. Из команд на борту сброс до заводских настроек, плей-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызова голосового помощника, регулировка громкости и переключение между режимами шумоподавления через сенсорную панель на левом наушнике. В целом управление удобно и интуитивно понятное. На нажатие наушники откликаются моментально, настроить команды нельзя, есть возможность только настроить режимы шумоподавления для сенсорной области. Сопровождаются нажатия системными звуками и озвучиванием женским голосом на английском языке. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 10,8 мм. Диапазон частот от 15 Гц до 40 кГц. Из кодеков на борту стандартной AAC и SBC, а также LDAC и L2HC. Активное шумоподавление версии 2.0 на борту с 4 режимами работы. Все режимы реализованы хорошо, как по мне. Подобного ANC достаточно для того, чтобы глушить посторонний шум на улице, в торговых центрах и даже в метро. Но неполноценно. Динамический режим отрабатывает неплохо, за что плюс, как и за то, что есть функция прозрачности с режимом усиления голоса. Функция прозрачности показала себя достойно, разговаривать с собеседником в шумном месте, не снимая наушники, возможно, что очень даже хорошо. Наушники автоматически подключаются после включения и разъединения наушников с ранее сопряженным устройством. Для быстрого сопряжения производитель предоставил функцию с анимацией, но только в паре со смартфонами на операционной системе EMUI. Полноценный мультипоинт на борту, плюс есть возможность включить приоритет для любого устройства, с которым данная модель сопряжена. Датчиков автоматической паузы, к сожалению, не завезли. Далее, емкость аккумулятора наушников 150 мАч, что немного. Наушники полностью заряжаются за 60 минут. Данная модель, по моим тестам на громкости в 75% по коду LDAC, отыгрывает 14 часов, что в целом довольно хороший результат. 5 минут подзарядки дают не больше 2
2 часов прослушивания музыки в тех же условиях. Защита от пыли и брызг есть по стандарту IP55. Разумеется, я искупал их в воде, после чего просушил и проверил на работоспособность. В итоге наушники остались живы, функционал работает, звучание не ухудшилось, но вот блок с панелью управления аккумулятором я не топил. Далее. Приложение, к которому можно подключить FreeLace Pro 2, называется AI Life. В приложении есть заряд аккумулятора в процентах, центр подключения, настройка шумоподавления, вкладка с 4 эквалайзерами и даже 10-полосным кастомным эквалайзером. Их можно создать до 3 штук. Далее есть возможность выбрать приоритет качества соединения или качества звука. Последнее — это жесты, обновление прошивки и вкладка с настройками, в которой есть возможность включить-выключить режим низкой задержки. Bluetooth версии 5.3 через одну стену, как и через 2 стены, наушники от смартфона не отваливаются, и фризов я не наблюдаю, даже с включенным кодеком LDAC. Но вот на улице изредка пропадает звук. Задержка на YouTube незаметна, в играх задержка с включенным игровым режимом тоже незаметная, и играть довольно комфортно, но минимальной она не является. Примеры вы сейчас увидите и услышите на экране. Микрофоны с шумоподавлением во время вызова на базе искусственного интеллекта отрабатывают отлично, голос искажается, но не сильно. Да и перегруз минимальный. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Huawei FreeLace Pro 2. Это у нас шнурки. И насколько хорошо отрабатывают микрофоны, вы слышите, но, как я часто повторяю, на шнурках микро отрабатывают всегда очень даже неплохо. Почему? Потому что источник звука находится рядом с приемником. И можно считать, что это самое главное. То есть примерно так вас будут слышать собеседники. Но напоминаю, что шнурки — это дело максимально непопулярное, так что можете ловить это штуки на скидках просто лютейших. Хотя на подобные, как у Huawei, шнурки, они бывают крайне редко. Еще хорошие шнурки есть у OnePlus и у Oppo. Звучание однозначно басхедное, запаса громкости более чем достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Бас мощный и плотный, при этом каши из частот я не заметил. Середина имеет хорошую проработку, высокие звучат отчетливо и приятно, глубина присутствует, как и детальность. Инструментал различим, сцена шире средней, удобно, что есть возможность персонализировать звук. Ко всему на кастомный эквалайзер в фирменном приложении данная модель откликается корректно. Да и предустановленные эквалайзеры в принципе хороши. Из минусов: нет датчиков автопаузы, пластмассовые механические кнопки для управления, нет возможности настроить управление, стоковые амбушюры L размера не подошли, хотя обыкновенные амбушюры L размера у других наушников не подходят. Как по мне, данная модель тяжеловата, плюс блоки довольно крупные. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там довольно часто очень много всего полезного, даже не в период распродаж. Резюмирую. Беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro 2 — это хорошие наушники. Подобный форм-фактор с шейным ободком для многих будет удобен. Круто, что они имеют технологию ANC, функцию прозрачности, полноценный мультипоинт, поддержку фирменного приложения, хорошие микрофоны, поддержку кодеков LDAC и L2HC, плюс автономность здесь достойная. От меня девайсу однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо вам за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.